Болезненные схватки и беспокойство о будущем все больше тревожили Люси лошадь, находившуюся на втором сроке беременности, и хотя она уже имела опыт материнства, ее нынешняя беременность была значительно более сложной и напряженной. С каждым днем ее живот становился все больше, и ее движения становились более медленными и неуклюжими. Это были тяжелые дни для Люси, которая испытывала немалые трудности с каждым шагом, а ее привычная энергия и независимость куда-то исчезли, уступив место постоянному чувству изнеможения. Напряжение нарастало в ее теле, как и в ее сознании. Лошади часто бывают очень устойчивыми и сильными, но Люси было ясно, что эта беременность выбивает ее из колеи. Когда она начинала двигаться по загону, персонал ранчо с беспокойством наблюдал за каждым ее шагом. Внутри ее организма происходили изменения, которые совсем не могли быть игнорированы, и Люси, как бы она этого не хотела, не могла скрыть свои переживания. Лошади — это не просто такие благородные существа, они свои олицетворенные матери, которые в своем поведении всегда показывают заботу и привязанность к своим же ребятам. Однако роды не всегда были для нее легким процессом, а в этот раз, похоже, природа создала для нее самые сложные испытания. Персонал Амбассели, знающий Люси как стойкую и сильную лошадь, был настороже. Они заметили изменения в ее поведении и уже заранее подготовились к возможным родам. Один из смотрителей, опытный в таких делах, подошел к другим работникам и сказал: «Люси выглядит как-то иначе. Она явно чувствует, что что-то происходит. Пора уже вызвонить ветеринара». Когда специалист по лошадям прибыл, его внимание сразу привлекло беспокойное поведение Люси. Каждый ее шаг сопровождался тяжелым дыханием. Ее большой живот мешал ей двигаться так свободно, как раньше. Несколько раз она останавливалась, явно испытывая боль, и начинала повторять те же движения. Ходьба по загону, легкое терзание изгороди губами, попытки найти удобное место для отдыха. «Этот процесс будет долгим», — сказал ветеринар своим коллегам. «Лошади крайне редко рожают близнецов, и если это действительно будет двойня, мы должны быть готовы к сложному исходу». Он знал, что для лошади роды могут быть опасными, и особенно если они сопряжены с таким редким случаем, как близнецы. В этом случае даже сама природа сталкивается с определенными проблемами. Трудно кормить и ухаживать за двумя же ребятами одновременно, а для Люси такие роды могли быть слишком тяжелыми. Процесс родов был мучительно медленным. Люси передвигалась по загону, ее губы метались в разные стороны, а ржание, которое она издавала, звучало как отчаянные просьбы о помощи. Персонал, каждый раз подходивший к ней, ощущал сильную тревогу. Родам предшествовала необычная тишина, но затем она стала все громче, и сотрудники уже не могли не заметить, что лошадь не в силах скрывать своего страха. Боль становилась невыносимой, и каждый час, казавшийся вечностью, добавлял беспокойства. Конюшенная стая, которая всегда поддерживала своих членов, теперь образовала защитный круг вокруг Люси. Это было естественное поведение. Все лошади в группе, независимо от возраста и опыта, всегда помогали друг другу, особенно в такие важные моменты жизни. Несмотря на их силу и выносливость, их поведение было заботливым и чутким, что также играло свою роль в борьбе Люси за жизнь своих же ребят. Когда, наконец, случилось невероятное, и лошадь родила не одного, а двоих же ребят, это вызвало настоящий шок среди персонала ранчо. Они стояли в изумлении, осознавая, что стали свидетелями одного из самых редких явлений в мире животных — рождения лошадиных близнецов. Это был исторический момент, и радость была переполнена не только ими, но и всеми теми, кто работал с Люси в течение всех ее лет пребывания в конюшне. «Близнецы!» — вскрикнул один из смотрителей, подбегая к остальному персоналу, чтобы показать то, что только что произошло.
Это невероятно, но радость вскоре сменилась обеспокоенностью. Из-за редкости такого события никто не мог точно предсказать, как будет развиваться ситуация. В природе, особенно среди лошадей, двоих же ребят растить трудно, и даже если это удастся, обычно один из них будет слабее, чем второй. В дополнение к этому одна из главных проблем — это трудности, с которыми сталкивается мать, пытаясь ухаживать за двумя малышами, особенно если они слишком долго не могут встать на ноги или испытывают трудности с кормлением. Старшая дочь Люси, лошадь, которая уже взрослая и сама имеет опыт материнства, проявила свою незаинтересованность в новорожденных. Она не выглядела радостной или спокойной по поводу того, что ее братья появились на свет. Напротив, она била копытами и выказывала явное недовольство, что, конечно же, вызвало беспокойство у наблюдавших. «Это странно», — отметил один из смотрителей, наблюдая за поведением старшей дочери. «Обычно старшие братья и сестры заботятся о младших, а она просто нападает на них». Хотя для персонала это было несколько необычным, они понимали, что природные инстинкты могут работать по-разному у разных животных, и в этом случае группа должна была позаботиться о малышах и сгладить напряжение. Сначала одна из более опытных кобыл тихо подошла к старшей дочери Люси, дотронулась до нее губами и мягко оттеснила, чтобы успокоить и восстановить порядок в группе. В процессе наблюдения за младшими же ребятами возникли признаки того, что один из них мог не пережить эти роды. Второй детеныш, слабо проявляющий активность, казался гораздо более уязвимым. Он лежал на земле, пытаясь встать, но его ноги не слушались, и он снова и снова падал. Люси, несмотря на свою усталость, подходила к нему и, очевидно, пыталась заставить его подняться. Каждый раз, когда она толкала его губами, ее выражение лица становилось тревожным. Когда персонал ранчо увидел, что жеребенок не может встать, они начали понимать, что ситуация серьезная. Они старались вмешаться, но, как и всегда в таких ситуациях, нужно было дать природе идти своим путем. Но и Люси, и ее группа не могли оставаться безучастными к проблемам нового поколения. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!